Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом идеального дрожжевого теста. Это не мой рецепт, мамин. Надеюсь, она не будет против, когда увидит этот рецепт на моем канале. Но и мне хочется, чтобы и вы узнали этот рецепт и приготовили идеальные пирожки, булочки, все что угодно, потому как найти хороший проверенный рецепт теста – это непростая задача. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также этот список вы найдете в описании под видео. Тесто я буду замешивать в планетарном миксере, поэтому в чашу от миксера я сразу добавляю теплое молоко, сахар и свежие дрожжи. У меня здесь 50 грамм свежих дрожжей, если вы используете сухие, то берите 18 грамм. К молоку добавляем соль и яйцо и перемешиваем. Затем добавляем растительное масло и остывшее растопленное сливочное масло. И снова все хорошо перемешиваем. Тесто я замешиваю в планетарном миксере, поэтому я выбираю насадку крюк для замешивания теста и частями добавляю муку. Замешиваю на минимальной скорости. Если вы замешиваете тесто руками, то просто постепенно добавляйте муку и на рабочей поверхности можете вымешивать тесто. Когда тесто получается вот такое мягкое, гладкое, я еще немножко добавляю муки, буквально 50 грамм. И снова продолжаю вымешивать. Главное, не перестарайтесь, слишком много муки не добавляйте. Тесто должно получиться вот такое мягкое. Кажется, что муки мало, хочется добавить еще, но не делайте этого, иначе тесто получится забитое. Накрываем наше тесто полотенцем и отправляем в теплое место для того, чтобы тесто увеличилось в 2 раза. На это у вас уйдет примерно час-полтора. И посмотрите, какое красивое получилось тесто. Оно мягкое, живое, видны пузырьки. Сразу чувствуется, какие получатся воздушные и мягкие пирожки. Теперь нам нужно опустить тесто, снова накрыть полотенцем и убрать в теплое место, для того, чтобы тесто поднялось еще один раз. Опять же, на это может уйти 40 минут, либо 60. Вот такое тесто красивое снова поднялось. Опять опускаем его и будем формировать булочки. Так как тесто универсальное, из него можно приготовить как соленые пирожки, так и сладкие булочки. Я буду делать несколько видов выпечки. Первое я сделаю сосиски в тесте, привычные, то, что мы любим. Я разделяю тесто на кусочки весом 70 грамм, желательно их все взвесить, для того, чтобы все булочки получились одинакового размера. Сосиски берите любые, которые вам нравятся, любого размера. Вы уже сами подстроитесь под нужное количество теста. Сейчас я раскатала первый кусочек весом 70 грамм на одну небольшую сосиску. И, как вы видите, теста слишком много. Поэтому для следующих сосисок я использую тот же кусочек теста весом 70 грамм, но разделю его напополам для того, чтобы теста было не так много на одной сосиске. И заворачиваем вот такой спиралькой. Перекладываем сосиску на противень, застеленный пергаментом. И точно так же мы делаем со всеми сосисками. Если вы хотите приготовить небольшую порцию теста, то рекомендую вам разделить количество ингредиентов на 2, потому как теста получается действительно много. И если у вас большая семья, то, конечно, готовьте вот такую большую порцию. Но если на 2-3 человека, то все-таки можно разделить это тесто. Первая партия сосисок у меня уже готова. Я отставляю их в сторону и даю подняться буквально полчаса. То есть я сейчас не выпекаю. И начинаем работать с оставшимся тестом. Его все так же много. Но с этого теста я хочу приготовить пирожки с яблоками и просто булочки, сахарные булочки. Для этого теста я точно так же разделяю на кусочки. Каждый кусочек весит 70 грамм. Выкладываю все кусочки на разделочную доску, накрываю полотенцем и отставляю в сторону. Конечно, так делать совсем не обязательно, но это все для вашего удобства. И поверьте,
Так вам будет работать с тестом гораздо легче и комфортнее. Вот такое количество отмеренных кусочков у нас получилось. Накрываем полотенцем и отставляем в сторону. Тем временем сосиски уже подошли, тесто подошло. Смазываем наши будущие сосиски в тесте яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 15 минут. За это время мы сформируем наши пирожки с яблоками. И для этого нам понадобится всего 2 яблока, сахар и один тайный ингредиент, а именно бобы тонко. Бобы тонко – это плоды тропического дерева с зелеными листьями и фиолетовыми цветочками. Они не имеют никакого отношения к привычным нам какао-бобам, хотя и похожи, но они очень ароматные. Еще бобы тонко называют духами в кондитерском деле. Если вы не можете найти бобы тонко, то берите просто корицу и, понятно, будет очень вкусно. Но все-таки рекомендую вам хотя бы раз попробовать, тем более слишком много их не понадобится. Буквально 1/4 часть вот такого кусочка, этого будет достаточно. Яблоки мы просто мелко порезали, добавили сахар и на мелкой терке натираем бобы тонко. Буквально 1/4 чайной ложечки, даже меньше. Остальное убираем в баночку и храним в кухонном шкафчике. Все перемешиваем, и наша начинка для пирожков готова. Теперь берем наши кусочки, которые мы отмерили весом 70 грамм, раскатываем, выкладываем начинку и формируем пирожок. Слишком много яблок не добавляйте для того, чтобы не порвать тесто. Защемляем края и придаем любую тесту. Пирожки с яблоками мне нравятся именно круглой формы, но вы, конечно, можете делать любую, овальную, квадратную, любую, которая вам нравится. И также перекладываем на противень. После того, как тесто подошло, а мы даем тесту постоять нашим пирожкам еще буквально 20-30 минут, после этого смазываем маслом и также отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Сосиски в тесте уже готовы. Они получились вот такие румяные, красивые. Даем им полностью остыть и можно пробовать. А я сейчас покажу, как можно сделать сахарную булочку. Когда-то нам продавали такие булочки в школе. Не знаю, может, вы еще учитесь в школе, сейчас такого не делают, но раньше такие булочки очень были популярны. Итак, раскатываем тесто, в серединку добавляем буквально 1,5 чайной ложки сахара, туда же можно добавить корицу. Сворачиваем вот такую трубочку плотненько, придавливаем, чтобы был такой плотный жгутик, сворачиваем пополам, берем острый нож и разрезаем нашу булочку, и получается вот такое сердечко, очень симпатичное. И также перекладываем его на противень. Давайте еще раз. Свернули трубочку, теперь пополам, разрезаем острым ножом, раскрываем вот так вот края, чтобы было видно хорошо сердечко. И вот такая красота у нас получилась. Правда же симпатично? А у меня тем временем одни пирожки сменяются другими, настоящая пекарня. Как только я достаю один готовый противень, сразу же отправляю другой. Наши сердечки готовы, пирожки с яблоками тоже. Пахнет просто божественно. А главное, булочки очень мягкие и воздушные. Давайте посмотрим, какие они получились внутри. Это у нас пирожок с яблоком. Сейчас мы его разломаем. И что же там внутри? Конечно, яблоко. И вы только посмотрите, какое воздушное получилось тесто. Они буквально пуховые, очень мягкие, нежные. И сосиски в тесте получились точно такие же. И, как я уже говорила, начинку вы можете готовить любую, которая вам нравится. Сладкая, соленая, сыр, мясо, все что угодно. Это универсальный рецепт дрожжевого теста. Надеюсь, вам рецепт понравился. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!